Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В кадре вы у меня видите плюшевую пряжу, и поэтому мы сегодня будем с вами вязать очередную плюшевую игрушку. Итак, для вязания этого китенка нам понадобится плюшевая пряжа двух оттенков. Низ мы берем белый. Чуть не сказала обязательно, конечно, не обязательно. Игрушка в принципе может быть разных цветов, любых цветов, но предпочтительнее, конечно, чтобы у него брюшко было белым. У меня это вот такая пряжа. Они отличаются, но вот это будет немного тоньше, но думаю, что критично это не повлияет. Вот, можете посмотреть их характеристики. Где они? Вот. Я думаю, что критично отличаться не будет, и попробую связать из такой пряжи, пусть она и разная. Для верха нам понадобится другой цвет. Вот у меня как раз подошел, как нельзя, кстати, вот такой голубенький, очень красивый цвет. Если кто-то вязал, думаю, что вы понимаете, о чем я. Вот его цвета. Также мне понадобится крючок номер 3,5. Для плюшевой я использую его всегда. Также нам понадобятся глазки и немного наполнителя. Как обычно, игрушки у нас без наполнителя не бывают. Практически все. Итак, давайте начнем вязание. Не будем долго откладывать. Начинаем с брюшка, с нижней части. Берем нашу белую пряжу и начинаем мы вязание с колечком. И в кольцо провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули колечко, и дальше мы вяжем 6 прибавок. В каждый столбик, начиная с первого, мы провязываем по 2 столбика. 1 столбик, и в эту же петлю второй столбик. Это мы сделали прибавку. Итак, вяжем до конца ряда. В каждую из петелек мы провязываем по 2 столбика. Смотрите внимательно, чтобы не пропускать петельки. Двенадцать. Так, пока болтаю, спуталась, сбилась со счета, поэтому пересчитываю. В качестве маркера я использую контрастную ниточку. И дальше начинаем вязать следующий ряд. В нем мы провязываем 1 столбик и делаем прибавку. Итак, чередуем через 1 столбик прибавки до конца ряда. Таких повторений у нас должно быть 6. И в ряду получаем 18 столбиков. Прибавка, 1 столбик, прибавка, снова 1 столбик, прибавка. И последний раз столбик и прибавка. Следующие ряды я вам буду рассказывать только начало, а количество повторений, я думаю, что вы справитесь без меня. Все полностью снимать не буду. В следующем ряду вяжем 2 столбика и делаем прибавку. Все то же самое, как мы делали в предыдущем ряду. Там вязали 1, а тут вяжем 2 столбика и после этого делаем прибавку. Также повторяем эту комбинацию 6 раз и в ряду получаем 24 столбика. Довязали этот ряд, переходим к следующему. И здесь мы вяжем 3 столбика и делаем прибавку. Все очень просто, тут путаться негде. И дальше продолжаем. Также 6 раз мы должны всего в ряду провязать эту комбинацию. Вяжем 3 столбика и делаем убавку. Так довязываем до конца ряда. В ряду у нас получится 30 столбиков. Довязали этот ряд, получили 30 столбиков, и все, этот ряд у нас закончен. Дальше мы делаем соединительную петлю, обрезаем ниточку, выдергиваем, ну и кончик можно подпалить, чтобы он у вас не осыпался. У меня сломалась зажигалка, и теперь я страдаю, вот так мучаюсь со спичками. Уже в который раз ловлю себя на мысли, что если бы я курила,
я бы так не мучилась. Вот приходится теперь со спичками. Так, это у нас готовая нижняя часть, ее пока откладываем и приступаем к следующей детали. Для нее берем другую пряжу, другого цвета. И начинаем точно так же с колечка амигуруми. Но в этот раз в кольцо мы провязываем не 6 столбиков, а 5. 1, 2, 3. Попробую затянуть, пока еще мало столбиков. 4, 5. Что-то у меня сегодня колечко не затягивается. Вот видите, как получается. У меня на запах горелых спичек скоро соседи прибегут. Каждый раз стою на почте и на кассе вижу у них зажигалки. Но они красные и с логотипом Магнит. Думаю, ну что я буду в видео постоянно делать рекламу Магнита? Нет, не буду брать, куплю в магазине. И каждый раз забываю. Так, пожалуй, я не буду делать колечко, а сделаю 2 воздушные петли. Так, 1, 2. И во вторую от крючка провяжу 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Все, получилось на этот раз. Теперь мы делаем 5 прибавок. Находим первую нашу петельку, первый столбик, первая прибавка, вторая, третья, четвертая и последняя. Ну что там зацепилось? 5-я прибавочка. У нас теперь 10 столбиков в ряду. Ставлю маркер, чтобы не считать внимательно все столбики. Итак, дальше мы вяжем 1 столбик и делаем прибавку. 1 столбик и прибавка. И теперь мы также вяжем до конца ряда, чередуя эту комбинацию. Столбик и прибавка. 1 столбик, прибавка. Мы набирали 5 столбиков в колечко, дальше делали 5 прибавок, поэтому у нас будет 5 таких комбинаций. И теперь мы дальше также по 5 раз провязываем комбинации. В следующем ряду 2 столбика и прибавка. В следующем 3, 4. И так дойдем до 30 столбиков. Но давайте я вам каждый ряд буду показывать. Вот сейчас мы провязываем 2 столбика и делаем прибавку. Так провязываем до конца ряда. Переходим к следующему ряду. И здесь мы вяжем 3 столбика. И делаем прибавку. Еще не сказала, в предыдущем ряду у нас мало ли кто считает и сверяется. У нас было 20 столбиков. Теперь мы провяжем 5 раз 3 столбика и прибавка. И в ряду у нас получается 25 столбиков. Дальше давайте провяжем еще один ряд с прибавками. И здесь мы вяжем 4 столбика. 2, 3, 4. Делаем прибавку. Это же самое повторяем еще 4 раза, и в ряду у нас будет 30 столбиков. И после этого давайте еще один ряд провяжем 30 столбиков без изменения. Провязали мы ряд, в котором 30 столбиков, и теперь у нас самое время подходит соединять наши 2 половинки. Для того, чтобы соединить,
прикладываем их вместе. Как я соединяю? В основание последнего столбика ввожу крючок, также его ввожу, прокалывая вторую половинку, цепляем рабочую ниточку и провязываем столбик. Вот, мы выполнили соединение. Это будет у нас первый столбик уже из того, что мы дальше будем вязать. А нужно нам всего 14 столбиков без накида. Значит, у нас один уже провязан. Продолжаем вязать дальше и считаем. Внимательно смотрим, куда мы должны ввести крючок. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14. Так, провязали 14 столбиков. Теперь набираем цепочку из 4 воздушных петель. 3, 4. Начиная со второй, провязываем по цепочке столбики без накида. 1, 2, 3. Теперь бы мы должны перейти дальше, соединять наши половинки, но если мы это сделаем, здесь будет такое отверстие некрасивое. Поэтому в основании того столбика, которое мы провязывали перед тем, как набрать цепочку, мы вот сюда провязываем еще один столбик. Это, ну, считайте, что это 4-й столбик. Теперь мы дальше продолжаем соединять эти две половинки и вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков. Дальше мы снова набираем цепочку. На этот раз эта цепочка будет из 7 воздушных петель. Это мы будем вязать хвостик. Смотрите, вот у нас плавничок. Вот здесь мы будем вязать второй, а это у нас будет хвостик. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. Также начинаем со второй петли от крючка и провязываем по цепочке столбики обратно. 2, 3, 4, 5, 6, загибается и не вижу. Так, 7. Ну и сюда также провяжу 8 столбик в основании этой цепочки. Так, мы довязали хвостик, и смотрите, у нас здесь остается совсем небольшой промежуток для того, чтобы установить глазки. Пока еще можем мы добраться до изнаночной стороны и закрепить заглушку. Я выбрала размер глазок 10 миллиметров. Смотрите, где мы их будем устанавливать. Вот это у нас его лицо, да, как его можно назвать. Смотрите, у нас вот здесь будет еще один плавничок, и нам нужно более-менее посередине. Ориентироваться можно также на хвостик, то есть у нас где-то между хвостом и немного впереди от плавничка должны установиться глазки. Наверное, сюда пониже. Вот примерно вот так у меня будут глазки. Закрепляем их с изнаночной стороны и дальше покажу, как вяжем. Так, я глазки установила, наполнила еще немного наполнителем. Тут останется теперь уже по мере того, как будет закрываться отверстие, еще немного добавить. Дальше мы с вами вяжем точно так же, соединяя детали. Вяжем так 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь у нас должен быть второй плавничок, поэтому мы здесь набираем 4 воздушные петли и по цепочке продолжаем вязание в обратную сторону. Вяжем 4 столбика. 3 и в основании 4 столбик.
И до конца ряда у нас здесь остается 2 столбика. Один и второй. Все, соединять игрушку мы закончили. Здесь отрезаем ниточку. Здесь ее нужно подпалить, чтобы она не крошилась сильно. Так, и сейчас нам нужно будет ее закрепить. Для этого лучше взять крючок поменьше. Какой тут у меня есть, вот 2 миллиметра. Для этого смотрите, как мы делаем. Вот здесь соседнюю петлю, в соседнюю петельку вставляем крючок, вытягиваем ниточку. Вот так она у нас переходит сюда, чтобы не развязалось ничего. Во время игры ребенок не достал эти кончики. Вот так продеваем и завязываем узелочек. Проталкивайте его вот сюда к основанию, и он затянется. Так, дальше мы ее спрячем. Вот так тоже под петельками, под столбиками. Захватываем крючком ниточку. И аккуратно, чтобы она не крошилась, вытягиваем ее дальше. Здесь можно завязать еще один контрольный узелок. Также вытягиваем, протягиваем в узелочек и затягиваем. Все, теперь можно ее спрятать внутри игрушки. Вот и все, мы закончили эту игрушку. Смотрите, как просто и быстро мы ее связали, а результат получается очень красивым. Это один из вариантов, как можно связать маленького плюшевого китенка. Дальше в следующих мастер-классах я обязательно покажу еще другие варианты. Если вам нравятся такие игрушки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, чтобы смотреть их первыми. Ну а я с вами прощаюсь. До скорой встречи в следующих роликах. Пока-пока!